Хоть тебе и не рекомендуются подобные зрелища, но я, как заведующий отделением, сделал для тебя исключение. Ты часто спрашиваешь об Эрике. Я вижу, что ты очень переживаешь. Спасибо. Мне это было необходимо. Ведь Эрик здесь из-за меня. Я слышал, что была драка. Эрик за меня вступился. Он храбрый парнишка и явно неравнодушен к тебе, раз рискнул выступить против банды. Неравнодушен? Вы знаете и про банду? Ее участники тоже здесь лежат. Они под охраной, так что не опасны. А что касается Эрика, опоздаем мы еще на несколько минут, он бы погиб. Вот что, можешь войти в палату, но только на минуточку. Договорились? Прости меня. Если бы я знала, что ты идешь за мной... Спасибо, что вступился за меня. Страшно представить, что они могли еще со мной сотворить. Мистер Олдридж. Извините, что беспокою, Филипп, но мне необходимо задать несколько вопросов о Рэнди. Пройдемте в комнату. Ваш сын ничем мистическим не увлекался в последнее время? Не замечал за ним ничего такого. Ему может угрожать опасность. Он кому-то дорогу перешел? В павильоне колледжа, где он прогуливал занятия, был обнаружен фрагмент знака, по предварительным сведениям, несущий ритуальный характер. Нет, это точно не про Рэнди. Мало ли кто еще мог нарисовать это. Да, вот только слишком много Рэнди на местах преступлений, где фигурирует этот знак. Может, это и не важно, но я расскажу. В день ареста Рэнди сюда пришел хамоватый тип. Вальяжно расселся и начал глумиться над всей этой ситуацией. И предложил свою помощь, если взамен я брошу церковную службу. Напоследок он оставил свою визитку. Вот только на ней ничего нет. Ни номера, ни адреса. А откуда он о Рэнди узнал? Я просил помощи у местного адвоката. И вполне возможно, он подслушал наш разговор. Все это более чем странно. Не возражаете, если я возьму это с собой? Завтра пришлю сюда полицейского в гражданском, на всякий случай. Пусть присмотрит за вами и приходом. И если тот тип вновь объявится, дайте нашему сотруднику знать. Тогда я попрошу вас прислать сюда троих. Этот человек может быть очень опасен. Хорошо. И еще такой вопрос. У Рэнди есть подруги? Насколько мне известно, нет. Это все, что я хотел узнать. Всего хорошего.
Рэнди мой приемный сын. Но я переживаю за него, как за родного. 19 лет назад на крыльце храма посреди ночи кто-то оставил корзину с младенцем. При нем была лишь пеленка и карточка с датой рождения. А ребенок до 7 лет считается ангелом, так как безгрешен. И в самом деле, до 7 лет Рэнди был таковым. А я расслабился, не воспитывал должным образом. Мне стоило уделять больше внимания его развитию, и теперь я очень раскаиваюсь. Все мы совершаем родительские ошибки. Никаких точных указаний в воспитании нет. К тому же, у вас не только сын, но и часть города, кто приходит к вам за помощью. И вы служите всем им. Спасибо, Роберт, за слова поддержки, но меня это не оправдывает. Оправдывает. Ведь вы, хоть и на духовной службе, но всего лишь человек. Охренеть, Рен! И что ты решил? Ты будешь выполнять заказ девицы? Деньги лишними не бывают. Дружок девицы приезжает в колледж на байке, значит, вполне себе обеспечен. Можно его хату обнести и чем-нибудь поживиться. И заодно порежем этого мотокозла вместо Аманды. Одобряю. У богатенькой прошмандовки, видать, крышак потек, раз решила с нами связаться. Точняк. Но все же сперва предлагаю стрясти побольше баблишка с прошмандовки, а затем уже можно и повеселиться. Гоп, узнаешь адресочки мотокозла и сучки. Да, босс. Как только выберемся отсюда. Так, очнулись мальчики-зайчики. Вечерний осмотр вас двоих. Шерил, они в твоем распоряжении. Проведи осмотр, заполни карточки и затем отнеси эти карточки мне. Травма гортани. Сотрясение средней тяжести. Есть острая боль? Прикалываешься? На меня как будто дерево упало. Я до сортира еле добираюсь. Вам повезло, что удар не пришелся в кадык. Вас, можно сказать, пожалели. Так вы мексиканец? Именно. Я люблю Мексику, и особенно мексиканцев. У вас закрыта травма головы. Вы легко отделались, все снимки хорошие. Также ушибы и ссадины конечностей из-за падения с лестницы. Ой, у вас давление повышено. Потому что рядом такая красавица. Вы тоже очень милый. Я могу тебе рассказать о Мексике и мексиканцах, если хочешь. Мы на сдачу анализов. Заступаешь через пару часов. Как дела, служивые? Да, все отлично. Мое первое дежурство. Какой же он дебил. Мы только что закрылись. Но глянь, кто там?
Бонжур. Мне нужен мастер Ксанглунг. Почему вы так нагло себя ведете? По-моему, обнаглел тут ты, раз суешь свой нос не в свои дела. Спасайся. Полиция! Помогите! На салон мастера Ксанга напал грабитель. Срочно сообщите об этом Томасу Барлоу. Кто был здесь сегодня, помимо вас двоих? Я не могу прочитать личность. Не твоего ума дело. Он сюда еще заявится, я уверен. Люблю спиритуалистов. Вами так приятно овладевать. Опачки. Наше шматье с документами в ординаторской. Аптека с наркотой в конце по коридору. Вот эта кнопочка отключает сигнализацию. Наркоту зачем? Но и вишенка на торте. Нас охраняет конченый мудила. И обойти его, как два пальца об асфальт. Охренеть! Брателло! Ты что с ней сотворил? Что она тебе ключи подарила? Ну что, появились мысли по поводу этой охреневшей бабёхи? А то в первый раз просто нас отпиздило. Второй до больнички дошло. Боюсь представить, что будет в третий. Возможно. Она связана с мужиком, которого мы грабанули. До него мы о ней не знали. Она может быть связана с порезанным в подъезде пацаном. Или с девчонкой. Не знаю, что и думать, но, возможно, она связана с мотокозлом. Растолкуй. Мне показалось, или они оба как-то влияли на время. Это же не просто совпадение. Мотокозел заявил, что если я хоть пальцем трону Аманду, он из-под земли меня достанет. Я тронул. Появилась эта бабенка. Босс, ты думаешь, он ее к нам подослал? Не исключаю. Если хотим выйти на нее, стоит заняться им, и как можно раньше. Почему именно внутри двора и именно Миллера они убили? Да и символ был на заброшке, а не во дворе. Здесь должна быть какая-то логика. Почему один и тот же символ был на заброшке и в колледже, а в метро другой? Как? Уже еду! Езжай в салон, я пешком пробегусь. Story
Не ходи туда. Докурился. Что вы сказали? Почему не ходить? На твою душу охотятся. Не понял. Говори с ней через других. Спиритолога убили. Его помощницу госпитализировали. Я сейчас собираюсь поехать к ней. Похоже, мы растормошили осиное гнездо, Том. Вот только откуда им стало известно, что мы были в салоне? Мог ли спиритолог сообщить им? Не знаю, шеф, но я все больше склоняюсь к версии, что мы имеем дело с чем-то необъяснимым. Возможно, с нелюдьми даже. Томас, рабочий день закончился. Отправляйся домой, как следует выспись. И завтра уже наведаешься к той женщине в больницу. Но, сэр! Делай, как я сказал. Предположим, в этих местах тоже есть знаки. И, возможно, трупы. Заброшенное депо. Тут лес. Здесь старый склад. Стоит проверить все 3 места. Эй, кто здесь? Спалился. Спокойно. Этот парень знает свое дело, иначе его бы с нами не было. Долбаные кошки, что ли, шарятся?
все верно. Вершины символа — это указатели, где они совершили убийство. Что с тобой, Том? Ты как будто всю ночь не спал. Так и есть. Наш нетерпеливый Томас катался по городу полночи. А куда ты катался? Разгадывал тайну символов. Нашел 3 трупа. Боб проводит исследование тел. Вот уж действительно, кому дома по ночам не хрен делать. Зато мы сдвинулись с места в расследовании. И еще. На спиритический салон, где вчера был Том, было совершено разбойное нападение. Спиритолог мертв. Его помощница в неврологическом отделении больницы. Кстати, Том, твой этаж. Отчитаешься мне после разговора с ней и можешь ехать домой отсыпаться. Хорошо, шеф. Значит, Том мыслил в правильном направлении. Ну, в больнице по какому поводу сбор? Сегодня ночью сбежала шайка Рэнди. Вот это да! Так, что тут творится? Доброе утро, мистер Олдридж. Черти что творится. У меня единственный выходной за 2 недели образовался, и то вынужден его потратить, чтобы разобраться, почему моя сотрудница помогла сбежать криминальным элементам. Шайка сбежала. А этот... Удрек сей снидол. Я не специально же. Я никому не помогала! Так, стоп. Все успокоились. Давайте по порядку. Вы говорите, что ваша сотрудница помогла шайке Рэнди сбежать. Ведь так? Что вы? Я просто взяла кровь у мексиканца на анализ и просто с ним поговорила. Кто может подтвердить ваши слова? Я видел, что она уводила его в ординаторскую. Что-то я не припоминаю, чтобы в ординаторской сдавались анализы. Чем же вы там занимались с этим мексиканцем? Мы разговорились о его стране. Понабрал себе наивных дурочек. Значит, вы уснули на смене. Я не виноват. Мне что-то подсыпали в кофе. Как только его выпил, отключился до утра и проснулся от пинка в бочину. Ну а мне что с этим разгильдяем делать? Мало того, что он чуть ли не зацепился языком с мексиканцем, так еще уснул на посту. Я вас прекрасно понимаю, но постарайтесь в следующий раз обойтись без рукоприкладства. У нее спутанность сознания, не ориентируется в датах. Попробуйте, конечно, с ней поговорить, но вряд ли она способна ответить что-то вразумительное. Мисс! Мне жаль, что я вас втянул в это. Хотел сначала пообщаться, но нет. Слуга оказался шустрее меня, и мой путь сюда — пустая трата времени. Ха-ха! Прощай, дурачок! Не может быть!